Привет, меня зовут Максим Ярушкин, это канал Go Fingerstyle. И у меня в руках гитара, можно сказать, гитара моей мечты. Моделька, сделанная под мои запросы, на заказ. Всем хороша, но есть огромный жирный минус. О нем я расскажу в конце видео, а пока давайте о плюсах, давайте о хорошем. Эту гитару сделала чешская фирма Furch, до этого у меня уже была и гитара, но она была такая стандартная в целом, из стандартной серии, а это не стандартная. Смотрите, вообще у них серии называются по цветам, yellow, green и так далее. Но если меня из какой-то линейки вот все устраивает, но не нравится, например, что я не знаю, что она глянцевая, лаком покрыта, а в более бюджетных они глянцем не покрыты, но они более бюджетные, они, например, хуже звучат. Поэтому вот для тех, кому хочется заморочиться, у них есть так называемый конфигуратор на сайте, и это называется Rainbow, типа радуга, да, типа из любой линейки ты берешь свое. Ну, я, собственно, так и сделал, сейчас покажу. Заходим на сайт, и здесь, собственно, вот о чем я говорил, у них обычные серии, это по цветам, от самой бюджетной до красной, самой небюджетной, так сказать. Вот, у меня до этого была Indigo, потому что мне нравится, как они сделаны по дизайну, очень минималистично выглядит. Мне не нравится то, что более дорогие серии, они такие, ну, как-то много перламутра, на мой вкус. Ну, короче, сейчас с вами покажу все, что получилось. И есть гитарный конфигуратор. Вот сюда мы когда заходим, у нас открывается такая штука, мы выбираем, значит, что мы хотим, леворуку, праворукую, форму. Мне нравится форма OM, вот я ее выбрал. Теперь мы выбираем все там дерево, размеры, все вот это для себя. Например, ширина верхнего порожка, вот насколько у вас будет широкий гриф, да. Для Furch вообще стандарт 45 мм. Я, собственно, так и оставил, ну, потому что у меня до этого было Furch 45 мм, мне нравилось, я так и оставил. Можно сделать узенькую, как на обычных гитарах, 43. А можно сделать еще шире, 48. Тут на ваш вкус. Нижний, вот здесь вот, какое расстояние между струнами будет, тоже можно пошире сделать. Но самое интересное, это body depth. Это насколько у вас будет обечайка толстенькая. Вот тут-то мне и пригодился этот конфигуратор, потому что мне нравится вот эта форма OM, да, она миниатюрная. Но в стандартных сериях OM-ки у них все идут тоненькие. Но мне нравится, когда потолще. Вот, например, на Мейтонах тоже такая более глубокая обечайка. И здесь можно такую штуку сделать. Есть стандартная и есть deep body, то есть более глубокая, более толстая обечайка. Дальше профиль грифа, это вот как у нас в руке будет лежать гриф. Стандартный профиль у них V-образный, ну, соответственно, на предыдущей гитаре у меня такой и был, но я решил поэкспериментировать и сделать более мягонький, вот такой вот D-образный. И, собственно, не прогадал, вот на этой гитаре такой и получил, и мне очень нравится этот профиль, просто супер. Дальше мы выбираем материалы непосредственно. Топ. Я выбрал кедр, вот он, 0 евро. Кстати, удобно, здесь везде сразу цены пишутся. Дальше обечайка и зад. Кстати, интересно то, что сейчас вот эта опция пропала, а у меня обечайка и зад из красного дерева, но теперь я его не могу найти. Африканское красное дерево. Раньше это была опция. Странно, может, у них запасы кончились, и пока на сайте это поменялось. Ну, вот такая история. Потом мы выбираем материал для бриджа. У меня это черное дерево, эбони. Для головы грифа, для накладки, ну, это на самом деле мне было без разницы. Я оставил черное дерево, чтобы просто рифмовалось с бриджем. Но смотрите, какой прикол. Гитара как бы мечты, да, и она собирается там, насколько я понимаю, наполовину вручную это все делается, особенно если какие-то там рисунки. Но они сделали все матовое, да, ну как я и хотел, все матовое, но здесь зачем-то они покрыли глянцем. Это не сильно мне мешает, но тем не менее, это довольно-таки странно.
Дальше идут такие украшения, какие канты вам нужны, там по корпусу, по грифу, по голове грифа. Я вот, кстати, выбрал вот такой вот черепаховый, да, вот здесь такой кант. Такая опция была самая минималистичная на мой вкус, я вот выбрал ее. Какая линия вот здесь вот будет возле канта идти по, значит, деке. Интересно, да, то, что можно все это вот, все украшения эти выбрать. Какая линия будет идти вот здесь по задней деке, да, если это важно кому-то, пожалуйста, тоже можно из списка выбрать. Как будет вот здесь вот хвост выглядеть. Ну, тоже для меня эти не принципиальные моменты были, но тем не менее забавно, да, что они дают это выбирать. Ну и, конечно, рисунок, то, что вот мне вот как раз принципиально было рисунок на розетке, потому что они любят вот здесь вот делать в своих более дорогих сериях какой-то такой изысканный перламутровый, там двойной, тройной. Мне же нравится что-то такое простое, вот чтобы просто было понятно, что это гитара. Дальше, конечно, перламутровый рисунок на накладке грифа или точки, или, короче, как что вы любите, там квадратики, как на Гибсоне. Я решил сделать точки, потому что на предыдущей гитаре не было вообще ничего. А точки удобно для обучающих видео. Вы видите сразу, какой аккорд я поставил, на каком ладу, это удобно. Да, ну здесь можно, например, там даже просто что-нибудь только вот здесь, только на 12-м ладу. Короче, как угодно. Сбоку что мы делаем? Вот здесь вот точки или линии, кстати, тоже вариант. Рисунок на голове. Вот здесь, соответственно, тоже можно кастомный сделать что-то там, я не знаю, змею или орла двуголового. Идея. Соответственно, и рисуночек вот здесь вот перламутром. Ну, опять же, да, я выбирал более минималистично. Мне важно было получить доступ к тем опциям, которые нельзя совместить в обычных сериях. Вот одна из них, самая для меня была важная. То, что не покрывать никаким глянцевым лаком, ни таким, ни сяким, а сделать, что называется, Open Pore Finish Body. То есть матовую поверхность гитары. И здесь эта опция, как видите, не то чтобы 0 евро, а удешевляет гитару, минус 156 евро. Вот неплохо сэкономил. И есть опция покрыть гитару черной краской полностью, либо санберстом, но вот мне любо-дорого смотреть на текстуру дерева этой гитары. И в конце выбираем такие, казалось бы, мелочи, как колочки. Я выбрал стандартные здесь колочки, но они даже стандартные офигенные. Это Гота. И у них коэффициент вращения, по-моему, 1 к 21. Ну, у меня не было таких колочков никогда. Мягчайшие, просто очень круто выглядят. В пальцах круто. По-моему, это как раз вот написано Ebony Buttons. Это черное дерево. Цвет порожка белый или черный. Пины просто из черного дерева, либо с инкрустацией из перламутра. Пигард. Вот это интересная тема. Можно прозрачный сделать, наложить сюда. Можно вообще без него. Можно как раз вот что называется черепаховый и черный. Они мне отправили все 3 варианта на случай, если я захочу какой-то из них приклеить. Кстати, прикольно выглядит, да? Черепаховый. Но мне и так совершенно по кайфу гитара выглядит, она здесь не портится. Ну, даже если здесь немножко царапается, но что поделать. Это инструмент, он служит мне. А медиатором я обычно так не фигачу, чтобы прямо расцарапать это. Дальше выбираем, ставить или не ставить пимпочку вот здесь вот для ремня. И выбираем электронику. Ну, я выбрал, опять же, без электроники, чтобы потом фаршировать его, эту гитару, ее своими датчиками. В конце мы получаем код сконфигурированной гитарки, получаем цену. Вот столько стоила конкретно моя конфигурация, когда я ее собирал в июле 2020 года. А пришла, кстати, она мне уже в октябре того же года. То есть для, так сказать, кастом-шопа это вообще очень хороший срок. 4 месяца всего, да, получается. Ну, кто заказывал когда-либо гитару у мастера, мастеровую, знает то, что, ну, это хороший срок. 4 месяца всего это хороший срок. В рублях мне Google показывает, что это вот столько, но я не знаю, сколько точно она, ну, в рублях, потому что она спонсорская, то есть ее мне предоставили непосредственно Фурх совместно с Динатон. Динатон — это ребята, которые завозят все Фурх в Россию, и благодаря им мы имеем возможность эти гитары у себя иметь. Но самое важное не то, что иметь, а прийти в магазин и пощупать. Вот это самое важное. То, что перед заказом даже кастом-шопа хочется вообще прицениться,
посмотреть, что это за гитара, вот этот мне профиль подходит, эта форма не подходит. И хорошо, что эти гитары есть в магазинах. Можно все это пощупать и понять, что бы я хотел изменить и заказать кастом-шоп. Если вообще хочется что-то менять, может и стандартные серии вам подходят. Короче, когда вы заказываете такой вот кастом-шоп Rainbow, вам приходит PDF-ка, скачиваете ее и отдаете, собственно, можно в тот же самый Динатон. И все, и ждете. Однако в этом конфигураторе я не нашел одну важную для себя вещь, это выбрать, какие порожки поставить, их толщину в частности. Я люблю, потому что порожки потолще. И, собственно, они ответили письмом, они не делают это, потому что порожки устанавливаются машинным методом, и там перенастраивать ради одной гитары автомат они не будут. Поэтому после того, как я гитару получил, я ее понес к мастеру. Ну, в любом случае, гитару, даже если это кастом супер ультра турбо шоп, все равно я несу к мастеру, чтобы он ее отстроил, и заодно он мне поменял порожки на более толстые. Но я понял то, что это все-таки не такой вот прям вот полностью оно вручную сделано. Она у них, я так понял, в полуконвейерном производстве, да, то есть все равно большую часть делают машины. И хорошо, наверное, потому что машины все-таки точнее, а потом люди уже смотрят, все ли получилось хорошо, нет ли нигде мрака, если что-то там они допиливают. По качеству я скажу вам, к серийным-то их гитарам у меня не было претензий, а тут, ну, вообще ноль, не к чему придраться, все просто вообще сделано супер. В обзоре на свой предыдущий фурх, который, ну, по сравнению с этим более бюджетный, я говорил, как классно, что идет с ним чехол, а не кейс. Но если вы на машине, то кейс — это крутая штука. Особенно если это кейс, который шел в комплекте к этой гитаре. Это Hiscox. Многие знают эти кейсы, они очень легкие и очень прочные. Но это самое важное, то что до этого все кейсы, которые у меня были, это просто невозможно таскать. Этот же максимально легкий, и он вместе с этой гитарой внутри, мне кажется, легче, чем моя предыдущая гитарка Furch Indigo. Она такая тяжеленькая, а этот вообще кейс просто пушинка. Они его закастомшопили еще тоже, они добавили свой логотип на него. Короче, это все очень приятно этим всем пользоваться, невероятно приятно, когда загружаешь это в машину, очень солидно в руках, чувствуется надежным. Закидываешь и не переживаешь, что там что-то сломается. Кроме кейса в комплекте были, ну понятно, ключ для регулировки грифа анкерный, запасные пины из черного дерева, и мне очень понравился их подход. То, что вот здесь вот был, ну, я здесь уже, понятно, всякой фигни насверлил, но вообще здесь одна единственная пипка для ремня. Я подумал, блин, какой отстой, сейчас эту пипку я уберу, и придется рассверливать гитару, чтобы было место для разъема под звукосниматель. И когда я открутил эту пипку, оказалось, это не просто пипка, а это заглушка, и они уже все просверлили за меня. И это было очень приятно, такой подход, то, что уже все как бы позаботились о вас, просто откручивай и вкручивай сюда разъем для датчика, и все, и будь счастлив. Насчет датчиков, какие я сюда понапихал, я сниму отдельное видео, но в целом здесь просто два разъема для двух разных датчиков, а вот это для стреплока, чтобы ремень крепить. Ну и, собственно, как и вот здесь вот. И это, кстати, отличное вообще место для крепления ремня. Прекрасно, стоя на ней играть, ничего не перевешивает. Очень удобно.
Причем еще плюс вот этого кастом-шопа в том, что, да, у них есть более дорогие модели, они есть и в России, это все круто, но они мне не нравятся по дизайну. Вот смотрите, например, я захожу в Инстаграм вот таких вот гитарок, Макнелли Guitars. Вот такой вот дизайн мне нравится, смотрите, минималистичненько, вообще все есть, там материалы тоже как надо, выглядит круто, я уверен, звучит хорошо, у Шейна Хеннесси, например, вот такой вот инструмент, но это не то, чтобы конкретно гитару не пощупать в России. Вообще что-нибудь от этого производителя не пощупать в России. А здесь плюс в том, что эти гитары я уже, в магазинах уже наигрался на них. Потом одну из них я взял себе, и она мне уже служила много времени, и я уже понимаю, что это за гитара, что за звук она дает. Просто я хочу немножко другое. И вот оно и приходит мне немножко другое. Можно поспорить, можно сказать, Макс, 200 плюс 1000 рублей. За эти деньги можно взять фирму, что называется, да, американская гитара. Мартин, Тейлор, там, или Мейтон австралийский, или что-нибудь еще такое прям с известным логотипом вот здесь. Но там та же самая проблема. Где-то мне не нравится ширина грифа, где-то мне не нравится то, что она глянцевая, или не нравится дизайн, или форма, или звук, в конце концов, или не нравится то, что уже понапиханы какие-то датчики, которые, мне не нужны, я не хочу за них переплачивать, у меня свои датчики, мне нравится то, что я устанавливаю. Вот, поэтому, извините, американские гитары тут проигрывают. Но я вам скажу, и по звуку, вот эта вот история, да, вот эти вот чехи, по звуку они, на мой вкус, я не скажу, что они проигрывают брендовым гитарам, где-то даже выигрывают. Ладно, давайте не будем играть, там, кто кого победит, просто мне этот звук, он больше нравится. Больше динамики в нем. Для фингерстайла это все, они прям, вот эти фурхи, они прям отзываются. Еще материал, конечно, не у всех производителей есть, например, кедровый топ. А я вот лично приверженец кедра, и мне нравится, как бархатно это звучит. Но это, конечно, история не для всех. Я даже не говорю про цену, хотя она здесь более чем адекватная, учитывая качество и учитывая вариативность, которую вы получаете в Rainbow конфигураторе. Я говорю про то, что здесь же надо выбирать, какая форма гитары вам нравится, какое дерево вам нравится, какая ширина грифа, профиль грифа, что вам нужно. А чтобы понять, что вам нужно, у вас через руки должны пройти разные гитары. И тогда вы уже сформируете свой вкус. Тогда можно заказывать, и тогда уже вряд ли вы прогадаете. Тем более, если вы заранее сходите в магазин и пощупаете разные фурхи. Слава богу, они у нас в России в магазинах есть. Спасибо Динатону за это. Я лично понял, что мне нравится красное дерево и кедр, на данный момент. Почему? Потому что я же закончил музыкалку по классике, и там вот на нейлоне как раз вот похожий звук. Я его искал как раз в этих гитарах, чтобы он был такой кругленький, с плотной серединкой, с упругой серединкой такой, но при этом верха поменьше. Не как на елке. Елка очень яркая для меня. Хотя при этом я ставлю струнки фосфор-бронза, и если захочу яркость, я ее, пожалуйста, получаю. Меня послушаешь, так вообще идеальная гитара. Гитара мечты, не к чему придраться. Но я же вначале говорил, что у нее есть большой жирный минус. Как бы вам сказать, это... Вот до этого у меня были гитары, и там оставался всегда зазорчик. Я мог всегда на гитару списать свои косяки. Я мог сказать, что гитара тяжелая, или что она большая, форма неудобная, дерево не то, не раскрывает то, что я хотел сказать, или здесь неудобно играть, потому что гриф слишком узкий, широкий, там мензура не та, и так далее. Сейчас же все, эта лазейка
закрыто, все, я припёрт к стенке, к гитаре, 0 вопросов. Вообще, ну все, чего еще желать? И остаются вопросы к себе, любимому. Оказывается, приходится заниматься, оказывается, это дело было не только в инструменте, точнее, не сколько в инструменте, сколько в себе самом. Вот такой вот минус. Так что, если надумаете заказывать себе кастом-шоп, то подумайте, надо ли вам оно. Потому что реально потом все уже придется признать, что на гитаре надо заниматься, а не просто выбирать, смотреть обзоры, какая мы получим, раскроет ваш талант. Да. В итоге, как вы поняли, гитара полностью вообще мои потребности закрывает. По качеству супер, по звуку то, что я хотел, по удобству на все 100. Если хотите себе такой же или похожий инструмент заказать в конфигураторе на сайте у Фурха, то вы это все делаете, там натыкали то, что вам нужно, скачали PDF-ку и PDF-ку отправляете в Динатон. Они там закажут, все уточнят и доставят вам. Если хотите еще больше примеров послушать именно этой гитары, то я оставлю ссылочки на мои ролики на сайте, я уже много чего на ней записал, даже вживую выступал, тоже все отлично. И не забывайте подписываться, ставить лайк этому видео. Если есть вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу, а я пойду заниматься уже, уже все, приходится заниматься.